нас уже осень, несмотря на такой вот погожий денек, достаточно холодно. Мы находимся на одной из наших популярнейших речек. Я давно на ней не рыбачил, вот именно осенью. И поэтому не представляю, что нас сегодня ждет. Мы с вами походим по этой речке, попробуем поискать рыбу, попробуем поймать ее, попробуем поснимать речку. В общем, приветствую всех, дамы и господа, рыбаки и не очень. Я думаю, сегодня сниму видео просто о рыбалке. Ну, нужно понять, что у нас здесь с рыбалкой, с рыбой. Ну и, может быть, следующую рыбалку, следующее видео сделать немножко тематическим. Сегодня просто порыбачим. Наша первая поклевка. Нет, поклевка не первая, было пару поклевок. Вот она тюкнулась, ткнулась. Я думал, что камешек задел. Потом она выбежала, маленькая, и вот клюнула. Маленькая, не крупная рыбешка. Ну, по крайней мере, она тут есть. Вот такой участок, место такое характерное для стоянки вот именно этой рыбы. Я надеюсь, мы еще здесь что-нибудь поймаем. Давайте еще попробуем. Вот я думаю, буквально метров 15. И пойдем дальше. Ну, сегодня тактика обычная. Мы отошли вверх по течению от машины достаточно далеко. И потихоньку вот будем спускаться и перспективные места облавливать. Ах ты! Поклевка была. Рыба тут определенно есть, но я вот снова смог разглядеть, что она достаточно некрупная. Вот размер примерно такой же, как мы до этого поймали. Я вот не знаю, есть ли смысл оставаться здесь и пытаться ее долавливать. Не хочет клевать. Поменял приманку, но никаких результатов это не дало. Пойдем дальше. Снова поклевка, снова не на камеру, к сожалению, и снова достаточно мелкая рыбешка. И это наводит на определенные мысли. Я сейчас с вами поделюсь этими мыслями. Вот такая. Ну, к слову сказать, именно такой размер, он самый вкусный, что называется, на сковородку. Но сегодня я ничего не взял под рыбу, я не рассчитывал брать рыбу, а сейчас, честно говоря, уже жалею. Вот я бы взял ее, конечно, на жарешку. Но сегодняшнюю рыбалку мы будем рыбу отпускать. А выводы я сделал следующие. То есть, скорее всего,
вот этот вот весь участок, он забит вот именно вот такой некрупной рыбой. Может быть, ее много, может быть, она как-то разрозненно стоит, но она есть. Она тут есть, несомненно. Также я заметил здесь большой всплеск. Скорее всего, здесь еще проходит нерест тихоокеанского лосося, киты. А это тоже такой фактор, который очень сильно влияет на клев. То есть вот эта вот рыбешка окружает киту, ну и ждет, когда из киты высыпется икра, чтобы ее покушать. И в таких условиях, ну, искусственные приманки, конечно, ее мало интересуют, поэтому не будем задерживаться. Пойдем дальше. Вовсю идет листопад. Вон вы можете видеть, сколько листа в воде. Но нас спасло только то, что сейчас ветра нет. Если дунет ветерок, его будет в разы больше. Вот такой вот симпатичный, широкий галечный плес. Плес, переходящий в перекат. Возможно, нам придется перейти на ту сторону. И, возможно, где-то здесь у нас это получится. Сейчас будем разбираться. Ходовая рыбалка, на наших речках зачастую выглядит вот так вот. Судя по тому, что вот ветки деревьев, кусты не тронуты, а тропа раздваивается, расстраивается, скорее всего, это медвежьи тропы, потому что человек вряд ли будет так ходить. Выбрались мы из этой чащи. Буквально 3 раза кинул. Вот, с-под той коряшки, пожалуйста. Смотрите, это размер уже получше. Этот размер уже получше. Не знаю, может быть, еще там есть. Мы, конечно, попробуем. Давайте на берег ее отпустим. И снова попытаемся поймать. Держится она совсем-совсем слабенько. Проблем не должно быть. Опа. Все. Примерно вот так вот я кинул. И была поклевка. Признаки того, что место рыбное, что там может стоять хищник, совершенно не гарантирует того, что рыба там действительно есть и что она клюнет. Вот еще несколько раз сюда бросил, ничего не клюнуло. Продолжаем двигаться, продолжаем двигаться. Вот впереди я вижу отнерестившуюся киту. Попробую догнать ее. Вот она. Она уже отнерестилась. У нее совершенно безумные нерестовые изменения. Возможно, где-то здесь кладка икряная. И, возможно, она просто, из последних сил уже ее охраняет. Вот, пожалуйста, здоровая. И почему-то ее никто не ест. Видать, уже все звери, все птицы в округе уже объелись. До воды достаточно, далеко. Я не знаю, как она сюда попала.
Снова переходим речку. Вот так вот здесь красиво. Осень. Ого, как бешеная поклевка, просто бешеная. Но рыба тоже не крупная. Она раза 3 вот поклевывала, не могла зацепиться. И визуально я видел пару раз. Вот она вся примерно такого размера. Но поклевка такая была хорошая, конечно. Но, значит, получается, вот на этом участке рыбка тоже есть. Мы немножко здесь порыбачим и пойдем дальше. Вот такое вот тут живописное местечко. В этом месте речка делает поворот почти на 90 градусов. Здесь вымыта такая вот яма. И, видимо, в ней скапливается рыба. Ну, может быть, есть смысл и приманки поменять. Буквально 2-3 сменить. Ах ты, поклевка. Кусает. Но, судя по всему, тоже не крупная, судя по всему. Вполне возможно, что тут достаточно плотное скопление. Ох ты! Сход. Хорошо долбануло. Но, к сожалению, сход. Так, еще разок. Вот она. Вот она. Вот она. Ну, такой же размер. Я думаю, принципиально здесь ничего не изменится. Да, она вот тут вот локально стоит. Возможно, ее очень много. Но, скорее всего, вот большая часть рыбы вот именно такого размера. А в кулинарном плане, да, это вкусно. В спортивном плане, вот в плане поклевок, вываживания, ну, как бы интересно, но не очень. Хотелось бы половить крупного хищника. Мы сейчас будем двигаться вниз, и я надеюсь, он нам попадется. Попробуем другую приманку. Буквально несколько раз, потом еще раз поменяем приманку. Ну и пойдем отсюда.
2 заброса. Реакции никакой. Попробовать такую приманку. Практически совершенно черную. С зелеными изумрудными глазками. Слушайте, ну вот этот экземпляр посимпатичней, он уже, его уже можно назвать неплохим. Посмотрите, посмотрите, ну-ка пойдем на берег. Пошли, я тебя покажу своим зрителям. Ну это уже, да, неплохой. Значит, крупная рыба все-таки тут присутствует. Просто, видимо, мелкой больше, и она, ну, как бы забивает крупную. Ну, да, нормальная такая, хорошенькая. Посмотрите. Совершенно точно можно сказать, что эта рыба недавно отнерестилась. Вот она худая, она такая с чернинкой, что называется. Но скоро она придет в себя, она станет толстенькой, серебристой. Мы когда начинали рыбалку, было солнышко такое яркое. Сейчас смотрю, тучки закрывают небо. Ну, надеюсь, нам это никак не помешает. Ох ты, всплеск. Ну, очевидно, что поднимается на нерест тихоокеанский лосось, это кита. И как я вот чуть ранее сказал, это тоже сказывается на клеве. То есть хищник, вот в нашем случае кунжа, поднимается вместе с лососем в надежде полакомиться икрой. Ну и, соответственно, приманки искусственные для нее как бы не очень интересны. Но, тем не менее, рыбка реагирует. Рыба есть, совершенно очевидно, ее немало. Но сегодня у нас рыбалка такая, что называется, разведка. Нужно понять, что вообще тут происходит. Поэтому, поэтому мы не будем сильно вот прям упираться в рыбалку. Я думаю, на этом достаточно. Вот на этом участке мы пойдем вниз, Время на рыбалке летит очень быстро. Не успеем оглянуться, уже вечер настанет. Поэтому идем вниз и продолжаем облавливать перспективные места. Сегодняшнюю рыбалку я начал вот с этой приманки. И практически сразу рыба отреагировала на нее. Ну и потом, как вы видели, были поклевки. Были поклевки и на другие, конечно, приманки, но в данных конкретных условиях как бы я не вижу смысла постоянно перебирать приманки. Рыба есть, рыба активная. И очень часто так бывает, что достаточно на всю рыбалку одного единственного воблера. Поэтому, ну, скорее всего, я сегодняшнюю рыбалку и закончу с этой приманкой. Кстати сказать, эта приманка китайская от компании Цуриное. Я уже отснял материал о ней. То есть был небольшой обзорчик этого воблера, испытания. Но
я смонтировал уже это видео, но оно выйдет позже. Вот, позже, чем это видео. Кому интересно, не пропустите. Довольно долго не было поклевок. Я вот шел, вот сюда кинул. Опа, опять. Тут же клюнуло, сход. И вот только вот опять сход. И причем в том же самом месте, практически в той же точке. Ну, я не буду пытаться во что бы то ни стало ее поймать. Нет. Так и будем потихоньку спускаться. Клюнет, хорошо, не клюнет. Вон, вижу. Ах ты. Рыба сопровождала приманку. Не захотела на камеру, выключил камеру, клюнула. Ну, тоже не крупная. Очевидно, что вот этот вот участок реки, он тоже занят рыбой. Я не могу сказать, сколько ее. Может быть, много. Мы спускаемся все ниже и ниже. К сожалению, точки совершенно закрыли солнце. Я не уверен, что получится хорошая картинка. Ну вот то же самое, да, то же самое. Рыба не повсеместно, а вот участками стоит локально. И по всей видимости ее на этих участках много, но вот опять же размер как бы не очень крупный. Много поклевок. Я уже камеру не включаю. Ну вот снова показалось солнышко. Перед этим было пасмурно. И у рыбы прям такой всплеск активности был. Вышло опять, показалось солнышко. Я не знаю, как она сейчас на это отреагирует. Вот там затененный участок. Только что я оттуда достал рыбу. Ну вот, возможно, она солнышко испугалась и попряталась. Нет, отказывается клевать. Опа! Нет, все-таки не отказывается. Ну, размер тот же самый, да, тут действительно сейчас много. Так, все, мы покидаем этот участок. У меня есть на примете одно неплохое место. Там, я помню, был такой симпатичный коряжник. Там попробуем и на этом закончим. Шел я по речке, без конца клевала кунжа, вот это вот не крупная, но вот наконец-то клюнула более-менее неплохой экземпляр. Давайте выведем ее, посмотрим, отпустим. И, видимо, мы скоро будем заканчивать. Так, солнышко снова спряталось за тучками. Ладно. Ну вот тоже смотрите. То есть, если попадается относительно хороший экземпляр, хороших размеров, то он после нерестовый, худой хищник,
с чернинкой. Возможно, у крупной рыбы сейчас нерест, и поэтому она не активная. Этой же тропой шел медведь и навалил вот такую вот огромную кучу. Прошу прощения. Здесь характер реки совершенно иной. Кунжа, наш местный хищник, любит такие места. Вот спокойное течение, коряги. Но он предпочитает находиться именно в таких местах. Но совершенно не очевидно, что вот здесь и сейчас мы что-нибудь поймаем. Совершенно не очевидно, но находясь на реке, вот такие места стоит проверять, ну, в обязательном порядке. Мы сейчас буквально метров 50 пройдем и на этом закончим нашу рыбалку. Материал на видео я уже отснял. Если, ну, пожалуйста, вот, пожалуйста, если. Я хотел сказать, если будет поклевка, я ее обязательно сниму. Но по большому счету рыбалка у нас состоялась. Я вполне получил представление о рыбалке, ну, вот в этом районе нашей речки, и я уже могу планировать следующую рыбалку. Поэтому здесь мы с вами закончим. Вот такая вот у нас получилась, что называется, разведка. По традиции всем удачи. Увидимся на моем канале.